Такого еще не было. Крупнейшая государственная кража и захват заложников в центре Европы. Нападение по приказу властей. Что происходит? Россия готовит новое вторжение. Теперь под угрозой демократия в Европе. На что готовы пойти в Кремле, чтобы удержать власть? Вашингтон разблокировал торговлю с РФ. Оковы пали или это временное решение? Все условия нового маневра раскроем. Удар по своим. Трамп избавился от главного сторонника и срочно просит помощи. Новые обвинения в адрес президента. В России теперь можно не платить за коммуналку. Как именно? Досмотрите до конца, все объясним. Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы, 6 марта. Спасибо, что вы с нами вместе. Отделяем важное от шума. Я, Алексей Бурлаков, это Нехта. Начинаем прямо сейчас. Напряжение растет. Новая эскалация может случиться прямо в центре Европы. Друзья Кремля, похоже, готовы идти до конца. Венгерские силовики задержали сотрудников украинского Ощадбанка, которые перевозили из Австрии в Украину деньги и золото. По данным украинских властей, речь идет примерно о 40 миллионах долларов и 30 миллионов евро, а также о 9 килограммах золота. 2 инкассаторских автомобиля остановили 5 марта. Сейчас, по информации от источника издания «Европейская правда», они находятся на территории антитеррористического центра Венгрии. Медиа пишут о том, что задержали украинских инкассаторов за якобы отмывание денег. Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники 7 граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны. Министр иностранных дел Украины назвал произошедшее государственным терроризмом и потребовал немедленного освобождения людей и возврата средств. Киев направил официальную ноту Будапешту и намерен обратиться в ЕС с просьбой дать оценку действиям венгерских властей. На момент записи этого видео Венгрия официально ситуацию не прокомментировала. Украинское дипломатическое ведомство тем временем выдало официальное предостережение для своих граждан воздержаться от поездок в Венгрию из-за того, что обеспечить безопасность там не представляется возможным. Дипломатическая война набирает ход. Россия готовит очередное вторжение, грубое воздействие наряду с госпереворотом, но аккуратнее. Журналисты бьют в набат о попытках сильнейшего влияния на парламентские выборы в Венгрии, чтобы помочь Виктору Орбану сохранить власть. Об этом сообщает расследовательский проект Висквар со ссылкой на данные европейских служб безопасности. По информации журналиста, Владимир Путин поручил курировать операцию первому заместителю главы своей администрации Сергею Кириенко. План предусматривает работу российских политтехнологов и специалистов по манипуляциям в социальных сетях. Часть из них может работать в Будапеште под дипломатическим прикрытием. Также медиа пишут, что Кириенко поддерживает контакты с отдельными организаторами избирательной кампании партии Орбана Фидес. По данным расследования, антиукраинская риторика венгерского премьера создает благоприятную среду для распространения пророссийских информационных кампаний. Ну а как думаете вы, что будет, если даже такая ставка не сработает? Прямое вмешательство, армия, вторжение или военное положение от премьер-министра? Пишите в комментарии, очень интересно узнать, что вы думаете. Без Трампа демократия не сработает? Президент США заявил, что не примет нового иранского лидера, если тот продолжит прежнюю политику. Министр обороны Израиля Исраэль Кац тоже предупредил, что любой руководитель Ирана, сохраняющий прежний курс, может стать целью для ударов. Видимо, поэтому в Иране прошло уже 4-е заседание Временного руководящего совета, но нового духовного лидера страны до сих пор не выбрали. Задача совета — подготовить процесс выбора нового верховного аятоллы после гибели Али Хаменеи. По данным The New York Times, назначение преемника действительно откладывается из соображений безопасности. Главным кандидатом считается его 56-летний сын Мадждаба Хаменеи, но официально его назначение пока не подтверждено. Зато подтвердилось другое – продолжение военного сотрудничества с РФ. Россия все еще подпитывает остатки режима, о чем проговорился глава иранского МИД. Ваши союзники, Россия и Китай, помогают вам? Да, они поддерживают нас политически и в других вопросах. Они поддерживают вас в военном плане?
Военное сотрудничество между Ираном и Россией не является секретом. Мы сотрудничали друг с другом в прошлом, и это сотрудничество продолжается. И я надеюсь, будет продолжаться и в будущем. На это уже отреагировали в Москве, когда нужно сказать «это не мы», реакция Пескова молниеносна. Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана. И мы продолжим, безусловно, этот диалог. Военного сотрудничества сейчас нет между Ираном и Россией. Это все, что я хотел сказать по этой теме. Первый пошел. Американско-российская оттепель или временное решение проблемы. США разрешили Индии закупать российскую нефть из-за войны с Ираном, но ненадолго. Глава американского Минфина говорит, все это из-за политики Трампа. Но не рынки на грани кризиса, а вот наоборот. Энергетическая повестка президента Трампа привела к тому, что добыча нефти и газа достигла самых высоких уровней за всю историю наблюдений. Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов выдает временное 30-дневное разрешение. Эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, которая уже застряла в море. Лицензия распространяется только на нефть, которая была загружена на танкеры до 5 марта. Такие поставки можно завершить до 4 апреля. Решение связано с блокировкой Ормузского пролива Ираном после начала операции США и Израиля, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% СПГ. Индия особенно уязвима к перебоям поставок, поскольку ее стратегических запасов нефти хватит примерно на 25 дней, а около 40% импорта страна получает с Ближнего Востока через Ормузский пролив. После начала кризиса индийские НПЗ начали срочно искать партии российской нефти с быстрыми сроками доставки. Неужели конфликт на Ближнем Востоке нужно было начинать, чтобы незаметно снять с России санкции? Как думаете вы? Удар по своим. Зачистки в команде президента. Трамп уволил одну из главных своих сторонниц, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она покинет пост в конце марта, а новым кандидатом на должность глава Белого дома предложил сенатора-республиканца Маркуэйна Малина. В кулуарах считают, что это последствия скандала после гибели двух граждан США – Рене Гуд и Алекса Претти во время операции иммиграционных служб в Миннеаполисе. Ноэм назвала их внутренними террористами и отказалась извиняться за свои слова. Это вызвало резкую реакцию в Конгрессе. Дополнительную картинку вызвала дорогостоящая рекламная кампания министерства стоимостью около $220 миллионов, но это мелочи. Трамп поблагодарил Ноэм за работу и сообщил, что она может возглавить новую структуру в администрации США, которая будет заниматься вопросами безопасности в западном полушарии. Получается, пошла на повышение. Кандидат на замену мало отличается во взглядах с ней, поэтому особых изменений не предвидится. И вот мы снова нашли виноватого. Правда, в этом случае Дональд Трамп долго и не искал, а вернулся к отправной точке. В интервью «Политику» он обвинил президента Украины в затягивании переговорного процесса и заявил, что Зеленскому, цитирую, «пора действовать и обеспечить заключение соглашения». Конец цитаты. Президент США Дональд Трамп заявил, что у украинского лидера сейчас, цитирую, «еще меньше карт на переговорах о завершении войны». Трамп также снова заявил о том, что Владимир Путин готов договариваться, при этом он раскритиковал администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки оружия Украине, говорит, что эти боеприпасы можно было бы продавать союзникам на Ближнем Востоке. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что США обратились к Украине за помощью в противодействии иранским дронам «Шахед», которые активно применяются на Ближнем Востоке. Может быть, и Трампов тоже несколько. Так что один может критиковать Зеленского, а второй просить у него помощи. Не хочешь платить за коммуналку? Можно не платить. Государство само заберет столько, сколько ему нужно. В России планируют запустить систему автоматического взыскания долгов за ЖКХ. К концу 2027 года поставщики коммунальных услуг смогут передавать данные о задолженностях в государственную информационную систему ЖКХ, которая будет автоматически формировать документы и отправлять их в суд в электронном виде. Граждан будут уведомлять о долгах и этапах взыскания через личный кабинет на госуслугах. Сейчас
Сейчас механизм уже работает в пилотном режиме в 17 регионах. Просроченная задолженность россиян за коммунальные услуги по оценке Минстроя составляет около 415 миллиардов рублей. При этом тарифы продолжают расти. В 2025 году услуги ЖКХ подорожали на 13,3%, а в 2026 году запланирована дальнейшая индексация примерно на 10%. Неравенство в России есть, но его устраняют молниеносно. Рецепт простой. Нужно только удалить статистику. Росстат сообщил о росте неравенства доходов в России до максимума за 15 лет, но позже удалил эти данные из своего отчета о социально-экономическом положении. Согласно первоначальной версии документа, разрыв в 2025 году вырос до самого высокого показателя с 2010. Но даже оставшиеся данные подтверждают рост разрыва между богатыми и бедными. Доходы 10% самых обеспеченных россиян составили 38% всех денежных доходов, тогда как на долю 10% самых бедных россиян пришлось только около 2%. Разрыв между ними увеличился почти до 16 раз. Экономисты связывают усиление неравенства с замедлением экономики и перераспределением ресурсов в пользу военного сектора. При этом рост доходов в основном наблюдается у более обеспеченных слоев населения. Быстрее всего растет количество вкладов на миллионы рублей. Басманный суд Москвы отправил бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова под домашний арест на месяц и 29 дней. Его обвиняют в создании преступного сообщества, особо крупной растрате, получении взяток и легализации похищенных средств. По версии следствия, группа, созданная Цаликовым в 17-24 годах, занималась хищением бюджетных денег. Ущерб, по данным «Коммерсанта», оценивается в 6,6 миллиардов рублей. Фонд борьбы с коррупцией писал об этом замминистра, что он и семья владеют имуществом на 4,3 миллиарда рублей. Цаликов занимал пост первого замминистра обороны с 2015 года и считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. После его отставки в 2024-м Цаликов стал депутатом парламента Тувы. Российский закон вплотную подбирается к бывшему министру обороны. Хочу тут спросить вас, когда будет Шойгу, как думаете? И будет ли? Пишите, что думаете в комментарии под видео. А в прошлом выпуске громкий раскол внутри НАТО. Союзники все меньше выглядят партнерами и все больше соперниками. Грязный теракт и резкий ответ Баку. Алиев сорвался на иранские власти. Армия приведена в готовность, и президент отдает приказ готовить удар в ответ. В США скандал в Капитолии. Заседание превратилось в военный протест. Охране пришлось применить силу. И еще один фронт – противостояние Орбана и Зеленского. Будапешт грозит силовым сценарием, а Киев отвечает зеркально. А в ЕС обсуждают, готовы ли они платить за перемирие. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже утром.